Привет, друзья! Сегодня у нас праздничная пасхальная выпечка. Вкусные, мягкие, нежные, воздушные куличи. У каждой хозяйки свой кулич. Рецепт, по которому она печет годами. Рецепт, которым поделилась ее бабушка. Но иногда хочется чего-нибудь нового. И я хочу предложить именно такой рецепт. Ароматные пуховые куличи с моим маленьким секретом. Таких куличей вы еще точно не готовили. И если вы любите влажные, сладкие, волокнистые куличи, то этот простой рецепт точно для вас. Уверяю, что все, кто попробует эту вкусную пасхальную выпечку, останутся в полном восторге. Сначала приготовлю опару. В мисочку наливаю примерно 1/3 теплого молока от общего количества и добавляю 1 столовую ложку сахара также от общего количества и, конечно же, дрожжи. Для пасхальной выпечки я стараюсь купить именно свежие дрожжи. Но ничего страшного, если у вас их нет, можно заменить и на сухие дрожжи. Их потребуется ровно в 3 раза меньше. Теперь добавляю муку, 1-2 столовые ложки, также от общего количества, и все еще раз хорошо перемешиваю. Опару накрываю и оставляю в теплом месте примерно на 10 минут для активации дрожжей. А в это время начинаю замешивать тесто. В миску всыпаю оставшийся сахар. Добавляю по 1/4 чайной ложки соли, ванилина и по желанию для цвета куркумы. Яйца. Хочу напомнить, что все продукты для куличей должны быть комнатной температуры. Все хорошо перемешиваю. И добавляю цедру 1 лимона. Конечно, цедра лимона по желанию, но очень рекомендую ее добавить. Получатся ароматнейшие куличи. Вливаю оставшееся молоко и добавляю 1 чайную ложечку меда. Это для того, чтобы куличи долго не черствели, были мягкими и ароматными. Прошло примерно 10 минут. За это время дрожжи хорошо активировались, образовалась пена, и с такими дрожжами дальше можно работать. Добавляю дрожжевую смесь к остальным ингредиентам. И все перемешиваю. Теперь в 2-3 приема всыпаю просеянную муку. Муку всыпайте постепенно, так как ее может потребоваться чуть больше или чуть меньше. И теперь начинаю вымешивать тесто руками. Так вымешиваю примерно 5-10 минут. Если у вас есть комбайн, то смело им можете воспользоваться. Теперь добавляю размягченное сливочное масло и начинаю вмешивать его в тесто. Чем дольше вы будете вымешивать тесто, тем более волокнистым и пушистым будет ваш кулич. Тесто уже практически не липнет к миске, но все еще немного липнет к рукам. И вот на этом этапе я вливаю растительное масло и вымешиваю еще примерно 5 минут. Вот теперь тесто готово. Оно получается очень мягким и нежным. Чистую мисочку смазываю растительным маслом.
Округляю тесто. Обратите внимание, какой приятной консистенции оно получается. Кладу тесто в миску и накрываю либо полотенцем, либо пищевой пленкой, но не очень плотно. Убираю тесто для подъема в теплое место примерно на 1,5–2 часа. А в это время приготовлю начинку. В миску разбиваю одно яйцо и его взбалтываю. Половину яйца переливаю, она пойдет в начинку. Остальное яйцо я накрываю и убираю в холодильник, оно будет для смазывания куличей. Добавляю эту половинку взбитого яйца к творогу, также всыпаю соль и ванилин и сахар. И еще всыпаю крахмал. Крахмал можно заменить на такое же количество манки либо муки. Все хорошо перемешиваю вилкой до однородной массы. Начинка для куличей готова. Буду печь в 2 формах. Их я смазываю сливочным маслом. Размеры форм я укажу в описании под видео. Прошло примерно 2 часа и тесто уже хорошо подошло. Выкладываю тесто на рабочую поверхность. И делю на 2 равные части. Каждую часть поочередно раскатываю в прямоугольный пласт толщиной примерно 4–5 мм. Выкладываю половину начинки и распределяю ее по всей поверхности. Сверху посыпаю изюмом. На каждый кулич я беру примерно по 60 граммов. Изюм обязательно нужно хорошо вымыть и высушить. Вместо изюма можно использовать мелко нарезанную курагу, чернослив или другие сухофрукты или цукаты. И теперь все это начинаю сворачивать в рулет. Края хорошо защипываю. И аккуратно по длинной стороне разрезаю рулет пополам острым ножом. И сворачиваю следующим образом. Кладу получившуюся заготовку в форму. Все то же самое проделываю и со второй частью теста. Куличи накрываю и оставляю для подъема еще примерно на 1 час. Затем смазываю яйцом, которое мы предварительно отложили, и выпекаю в хорошо разогретой до 180 градусов духовке примерно 40–50 минут. После выпечки куличи достаю, даю им 5 минут остыть и перекладываю на решетку. Глазурью я не покрываю, а посыпаю сахарной пудрой. Мягенькие, нежные, пушистые куличики. Этот кулич я разрезаю еще горячим.
Очень хорошо видно, какой он мягкий, нежный, влажный и волокнистый. И не последнюю роль в этом сыграла именно творожная начинка. После выпечки творога практически не видно, но он волшебным образом полностью меняет вкус привычных нам куличей, делая их изумительно вкусными. А вот этот кулич я разрезала уже полностью остывшим. Посмотрите, какая чудесная структура у теста. Ароматный, вкусный, воздушный кулич. Просто объеденье. Такой кулич никогда не задержится на вашем праздничном пасхальном столе. Друзья, от всей души поздравляю вас с наступающим светлым праздником. От всего сердца желаю вам только удачной выпечки, всех благ вам, всего вам самого доброго и до встречи в новых видео.